Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами я, Борис Марцинкевич, и бессменный лидер, руководитель, создатель портала «Атомная энергия 2.0» Павел Яковлев. А это значит, что настало время для атомных новостей. Мы давно не встречались. Новостей только больше становится. Я думаю, что если бы был интерес с вашей стороны, мы бы встречались чаще. Новостей действительно просто поток. Тем более, что сейчас проходит Всемирный экологический съезд под названием КОП-29 в городе Баку. Вроде бы экология и нас, атомную энергетику, это напрямую не касается, но где-то начиная с 2016 года все люди, занятые в атомной энергетике, занимающиеся ее развитием, строительством, в обязательном порядке сообщают, сколько тонн углекислого газа было бы выработано, если бы не было наших атомных электростанций. На мой взгляд, полнейшая чушь, но ее принято повторять. Почему чушь? Напоминаю, что вся наша климатическая политика основана на рамочной конвенции по изменению климата, принятой ООН на саммите тысячелетия в 1992 году. Далее последовал Киотский протокол. Киотский протокол – единственный из этих климатических документов, который попал на проверку в Российскую академию наук, которая в 2004 году свой вердикт и вынесла. Киотский протокол не имеет научного обоснования. Этот вывод никто не опровергал, повторных проверок не было, поэтому я, как человек, который, разумеется, считается с авторитетом Российской академии наук, склонен считать, что вся климатическая повестка, которой сейчас вся планета занята по неизвестным причинам, научного обоснования не имеет. Но, тем не менее, я думаю, что даже если Павла разбудить посреди ночи и спросить, что такое атомная энергетика, он, не открывая глаз, начнет рассказывать: миллионы тонн углекислого газа не вырабатываются. После базовой нагрузки. На самом деле, так уж действительно сложилось, что новости, связанные с атомной энергетикой, подвязали к этой экологической повестке, и на КОП были новости атомные. Да, были новости как со стороны отдельных стран, так и совместные коллективные новости. Так, 5 стран присоединились к глобальной декларации, мировой декларации по утроению атомной мощности в мире к 2050 году. Это Нигерия, Косово, Казахстан, Турция и Сальвадор. Замечательные страны, очень известные в атомном мире. У каждой огромное количество атомных электростанций, большие научные школы. А на самом деле началось это, собственно говоря, с 22 года. Напомню, что 31 декабря 2021 года в 23 часа 50 минут, это без всяких шуток, на официальном сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что атомная генерация отнесена к зеленой таксономии. И вот с того момента началось признание того, что действительно в активных зонах реакторов углекислый газ не образуется. Раньше об этом не знали, но вот теперь, слава богу, не прошло, собственно говоря, и 70 лет с момента запуска первой атомной электростанции, уже в Европе догадались, что углекислого газа там нет. И дальше последовал в этом КОП-28, где первые 20 государств под этим решением об утроении генерации подписались. Затем последовал Всемирный саммит по ядерной энергетике в Брюсселе. Там стран стало еще больше. И вот новый КОП, новые участники этой могучей программы. Я думаю, что, конечно, участие Косово особенно поможет мировой атомной энергетике. Так что можем пожелать только удачи, большие успехи. Борис Ильич, а мы говорили, что БРИКС тоже создает свою альтернативу? Да, но это такой большой разговор, почему это вообще появилось. Но если мы говорим о КОП-29, то буквально в самом начале саммита, он проходит в течение 12 дней, последовало заявление представителей Соединенных Штатов о том, что они надеются, что новая администрация не отменит решение ныне действующей администрации о том, что в Соединенных Штатах будет утроена мощность атомных электростанций. Вот такая надежда у них есть, но это было только начало. Продолжение, новые страны, новые участники. И в то же время США планируют расконсервировать ряд уже закрытых АЭС, которые они закрывали в течение последних 10-15 лет. С точки зрения, конечно, использования их для дата-центров, для искусственного интеллекта. И это уже даже шаг дальше, чем Германия, которая до сих пор, мне кажется, обсуждает закрывшиеся последние 3 атомных реактора, а США планируют комплексные восстановления атомных станций, даже энергоблок АЭС-3 Mile Island.
компания Microsoft. Планировать они могут. Вопрос, что скажет государственный регулятор, разрешит он это или нет. Потому что некоторые станции были закрыты не потому, что какие-то экологические проблемы возникли, а просто пора выводить из эксплуатации, дальше продлевать работу было уже невозможно. Так что планы планами. Отчасти. В первую очередь это были экономические причины, что они не могли никак конкурировать с дешевым газом и с огромными инвестициями, льготами, субсидиями государства в возобновляемую энергетику. Потому что те аналогичные субсидии не давались атомным проектам новым, в то время как огромнейшие деньги шла поддержка, ветер. Ветер, солнце и вода – наши лучшие друзья. Да, известно, но известно, кто займет место в овальном кабинете. Один из предвыборных лозунгов мистера Трампа «Бури, детка, бури», в расчете на то, что будут новые льготы у всех, кто действительно бурит для добычи углеводородов. После того, как стало известно имя нового министра энергетики, который в январе заступит на свой пост, я думаю, что к этому лозунгу можно добавить еще и «Жги, детка». Новым министром энергетики становится один из руководителей добывающих компаний, занимающихся методом гидроразрыва пласта, то есть совсем серьезные люди. Многие эксперты, многие комментаторы говорят о том, что, вероятнее всего, Соединенные Штаты под руководством мистера Трампа в очередной раз выйдут из Парижского соглашения, что я, как известный поклонник всей зеленой энергетики, хотел другое слово сказать, но сдержал себя, я двумя руками за. Если Россия тоже выйдет из Парижского соглашения, это действительно будет шаг в правильную сторону. Потому что, несмотря на вердикт Российской академии наук, и Государственная Дума, и Совет Федерации ратифицировали Киотский протокол, мне кажется, что все-таки надо слушать ученых, а не политиков. Борис Ильич, а вы знаете, что сейчас происходит в Дели? У них закрыты все школы, все дети учатся дистанционно, огромнейшее количество так называемого смога. У них превышена концентрация вредных веществ в 50 раз от нормы, но причина не в том, что уголь, нефть и газ загрязняют атмосферу, а в том, что фермеры индийские продолжают сжигать свои предыдущие посевы, и тем самым их столица полностью окутана дымом. Ну, пусть они воспитывают своих крестьян, если что-то сжигать надо, то лучше сжигать в котельной. Как преобразовывать тепло в холод, тоже известно, все нам известно. Если, заявление Соединенных Штатов о том, что они смогут утроить мощность атомных электростанций, на мой взгляд, это ближе к какой-то фантастике. На день сегодняшний общая установленная мощность атомных энергоблоков в Соединенных Штатах 96 гигаватт, с учетом ввода двух блоков на атомной электростанции в уголь. Если они собираются утраивать, значит, надо 192 гигаватта построить новых. Единственный лицензированный, прошедший все согласования с государственным регулятором проект большой мощности, это проект от компании Westinghouse, реактор АП-1000. Несмотря на то, что он 1000, тем не менее у него электрическая мощность 1100 мегаватт. За 25 лет предстоит в таком случае построить, если считаем только большими реакторами, что-то около 180 реакторов. Даже больше, потому что надо будет замещать выводимые. Если учесть выводимые, то там под 200. С учетом того, что за последние 20 лет в Соединенных Штатах построено 2 атомных энергоблока, надо будет немножко ускориться. Но также необходимо отметить, что они научились продлять эксплуатацию до 80 лет их реакторов. Это достаточно серьезное достижение, учитывая то, что они были построены в 60-х и 70-х годах, большинство из них. Это действительно одно из таких прорывных направлений в Соединенных Штатах. Продление сроков эксплуатации – это действительно технологии, ведь продлевается эксплуатация не только того, что можно поменять, но и, допустим, корпусов реакторов. Они несменные. Тем не менее, они умеют это делать. В этом направлении они очень хорошо продвинулись, тем более, что у них разные реакторы. Если мы смотрим, что у нас в России, здесь есть несколько поколений: ВВР-440, ВВР-1000, ВВР-1200. И РБМК. Это отдельное направление, можно еще и Билибинскую атомную электростанцию вспоминать, но у нас все четко. Там работали частные компании, напомню, что
атомная энергетика в Соединенных Штатах, в отличие от России, частная. То есть и владельцы атомных электростанций частные компании, и, соответственно, разработчики всех технологий. Так что то, что американские атомщики под руководством государственного регулятора смогли сделать по части продления работы, по части продления эксплуатации, это действительно такой серьезный прорыв. И плюс к этому достижение высокого КИУМа. Больше 93%, по-моему, в среднем, или 91%. То есть это самый высокий КИУМ в мире, мне кажется, у американских атомных станций. Коэффициент использования установленной мощности, сколько из имеющихся часов оборудование работает. У нас в России всего 83%. Ну, впереди большие перспективы. И вот мы внезапно, вот я все пытаюсь вернуться на КОП-29, но как-то все не получается. Коснулись России. Напомню, что мы ждем утверждения Министерством энергетики комплексного плана строительства новой генерации до 1942 года. И я подозреваю, что будет учтена просьба одного из читателей вот этой концепции Владимира Владимировича Путина, который считает, что атомные электростанции на нашем Дальнем Востоке нужны уже в 1932 году. Не в 1942 году, а в 1932. От него раздалось пожелание, чтобы Росатом учел, что энергодефицитен у нас Дальний Восток, и так долго ждать с учетом темпов развития имеющихся у Дальнего Востока не получится. Вот посмотрим, как Росатом среагирует на такое Он пожелание. уже среагировал. Росатом заявил, что включил данную задачу в общую разработку дальнейшей генсхемы в России. И, как мы знаем, там подразумевается строительство энергоблоков средней мощности ВВР-600, двухблочных, это имеется в виду Амурская АЭС, Приморская АЭС. А первый такой энергоблок должен быть построен на Кольской АЭС. Это был предыдущий план. Сейчас, во-первых, пожелание побыстрее, а во-вторых, не по 600, а по 1000 мегаватт. То есть это возврат к хорошо зарекомендовавшему себя ВВР-1000. Почему именно он, а не 1200? Потому что ВВР-1000 в исполнении для сейсмоопасных зон хорошо отработан. Так что, вероятнее всего, речь идет именно об этом. То есть, если раньше речь шла вот по первому варианту генеральной схемы 2400 мегаватт, то сейчас 4000. Это явно переход на тысячники. Так что ждем реакцию Росатома. Справится, не справится. Приморский край, Хабаровский край. Площадки были в свое время подобраны еще в советское время, но по самым разным причинам строительство не началось. Может быть, сейчас их перепроверят, и тогда можно немножечко ускориться. По крайней мере, площадки-то уже найдены, уже хорошо. Вот. А что касается планов США, мне кажется, это ближе к утопии. Да, там есть идея о том, чтобы строить атомные электростанции на месте закрытых угольных электростанций. Снимается часть проблемы по исследованию площадки, там уже все проверено, все хорошо. Но нет своего атомного машиностроения, не потому что никто не умеет, просто не было заказов. Соответственно, технологические линии разобраны на другие направления. Напомню, что вот для атомной электростанции ВУК, для корпуса реакторов заказывали в Японии, везли через океан, потому что в Соединенных Штатах заказы разместить негде. А представить себе, что 200 реакторов за 25 лет, по 8 реакторов в год. Были, конечно, времена, когда такое бывало. Борис Ильич, у меня только одна идея, как такое может быть. Это если они запустят массовое, серийное, масштабное производство транспортабельных микрореакторов, допустим, заводского изготовления. Прекрасно. Если мы говорим про малые реакторы, 300 мегаватт. Даже микрореакторов, которые в контейнерах могут располагаться в небольших местах, и, соответственно, их зона безопасности будет минимизирована, их можно будет чуть ли не в города ставить. И вот они построят большие заводы по производству этих контейнерных микрореакторов и начнут их, например, на 10, 15, 20 лет ставить на одной топливной загрузке, и потом их забирать на переработку, рециклинг и опять их возвращать в строй. Во-первых, для того, чтобы перерабатывать, надо законы менять. Напомню, что с 70-х годов еще при Рональде Рейгане облученное ядерное топливо в Соединенных Штатах объявлено высокоактивными отходами. Переработке не подлежит. Во-вторых, 200 реакторов по 1100 мегаватт. Если мы говорим про микро, то там счет пойдет на десятки тысяч. Может быть, если вы нашу передачу увидите в конце недели, считайте вот такими сказками на ночь перед выходными, разве что. Напомню, что пока
В Соединенных Штатах разные компании разрабатывают в общей сложности больше 20 проектов реакторов малой мощности, пока ни один не лицензировал. Надо отдать должное государственному регулятору National Regulatory Commission. Regulatory Commission. Она абсолютно равнодушна, что происходит с политической властью. Она знает только одно: заповедь атомной энергетики номер 0 «Безопасность». У вас все нарисовано красиво, замечательно, и коды у вас прекрасные, но безопасность вы не гарантируете. Идите переделывайте. Более того, доказанная безопасность. А это вот самое сложное. Как сначала доказать экспериментально, со всеми видами тестов, включая сейсмические, конечно, аварии, все виды аварий, надо объяснить. И сейчас уже даже требование, что ты должен уже спроектировать последующий вывод эксплуатации, минимизировать отходы, минимизировать экологические риски. То есть задач много. Задач много, они решаются достаточно легко, надо обо всем договориться с Росатомом, но, естественно, политики сами себе этого позволить не могут. Я все равно вернусь на КОП-29, потому что есть еще одна новость, которую пока не все оценили. В тех документах, которые приняты в Еврокомиссии относительно зеленой таксономии для атомной электростанции, в числе прочих пунктов, которые необходимо соблюдать, в числе прочих требований, соответствие системе европейских тестов. Европейские тесты на безопасность, они чуточку более требовательны, чем требования МАГАТЭ, постфукусимский кодекс безопасности так называемый. И на день сегодняшний только одна атомная электростанция уверенно прошла все тесты. Это белорусская атомная электростанция, разумеется, речь о ней. Тогда возникает вопрос, что эти господа собираются строить. С Росатомом, как известно, работать нельзя, что нам продемонстрировала Чехия, что нам продемонстрировала Болгария, все что угодно, только не российские проекты. Такое решение. В Чехии победителем тендера стала корейская компания с реактором АП-1400, которая теперь входит в суды, будет ходить еще достаточно долго. Компания Westinghouse заявила, что это ее технология, вы не имеете права распространять. И Арева тоже, по-моему, судится. Арана. То есть там хорошо. Тогда что у нас остается? То, что, по крайней мере, было лицензировано на уровне Евратома, о чем можно говорить. Лицензировали французские и американские технологии в Великобритании, причем Великобритания на тот момент входила в состав Евросоюза, здесь все хорошо. Это те самые реакторы ЭПР-1600, французская Арева, теперь ЭДФ передано подразделение сюда. Очень неплохие результаты. Всего за 18 лет удалось построить реактор в Финляндии. Всего в 3 раза превысили смету. Рекламная кампания прошла замечательно. Я думаю, будет огромное количество заказов. Тем более, что Olkiluoto, вот у нас сегодня 20 ноября, вторые сутки остановки реактора по причине каких-то проблем в генераторе, вслух пока еще не сказано, обещали исправить за сутки, пока не получается, пообещали за 3. Ждем, может быть, что-то изменится. Тоже неплохая реклама, поскольку Olkiluoto — это порядка 30% генерации электроэнергии в Финляндии. Немножко выросла стоимость электроэнергии, раза в 3, пока не закончится ремонт. Ну вот с такой рекламой будут ли новые заказы, мне сказать сложно. Что касается компании Westinghouse и их технологий, ничего они пока в Европе по проекту АП-1000 не строили. Тем не менее, лицензия есть, но что может быть в том случае, если строительство будет доверено компании Westinghouse, только что увидели в Болгарии. Был тендер, победителем назначена Westinghouse, которая по окончании тендерных процедур сообщила, что мы держатели лицензии, а где вы найдете финансирование генерального подрядчика, нас не касается. Вот, собственно говоря, что остается. Остается, как выяснилось на КОП-29, Румыния. Румыния сейчас лидер атомной энергетики в Евросоюзе. Если кто-то не верит, изучите документы КОП-29. Прямо там подписано соглашение о начале строительства 2 новых блоков по канадской технологии на атомной электростанции Черновода. Черная вода, наверное, так переводится. Тяжелая вода. Может быть. Это Канду, канадский дейтериум-ураниум. Да, действительно уникальная технология, разработана канадскими
специалистами, не требует обогащения урана. В качестве замедлителя используется тяжелая вода, в качестве охладителя обычная вода. Очень сложная конструкция, тем не менее разрешение получено. Все предыдущие реакторы работают по той же технологии. Но это вот новинка, это Канду-7, по-моему, да? 7 или 6, или 7. 6, такой, Канду-6. Соответственно, в консорциум, который будет заниматься строительством, входят канадцы как держатели технологий, итальянцы как инвесторы. Тем более, что строиться это будет ближе к границе с Италией. Италия сама себе атомную энергетику запретила. И я так понимаю, что компания ЕНИ, которая будет инвестировать и строить, пришла к сакраментальному выводу: пока наши законодатели будут о чем-то думать, мы спокойно построим и обеспечим себя надежной генерацией хотя бы на севере страны, тем более, что север Италии наиболее развитый в промышленном отношении, им там надо. Так что я могу поздравить весь Европейский Союз. У вас есть Румыния, вам повезло, у вас есть возможность действительно строить и строить. Я за них рад. Василий Ильич, а почему они не хотят инвестировать в Венгрию? Например, площадку ПАКШ-2 можно расширить даже до 6 блоков. Я думаю, что строить в Венгрии решат сами. Удивительная страна, правительство которой позволяет себе думать о собственной стране. Не о нуждах Брюсселя, не об интересах Вашингтона, не о проблемах Киева. В Венгрии правительство, сидя в Будапеште, интересуется Будапештом, интересуется Венгрией. Строительство, первый бетон, по-моему, опять же на КОП-29 сообщил генеральный директор Росатома, в первом квартале наступающего Нового года на ПАКШ-2 будет залит. И я сильно подозреваю, что технология ВВР Венгрию вполне устраивает. Если говорить о ПАКШ без номера, ПАКШ-1, если угодно, 4 реактора ВВР 440, ни одного инцидента за все время работы, никаких отказов. Венгерские специалисты каждые 2 года появляются в Подольске на гидропрессе, на международных конференциях по безопасности технологий ВВР. Они всегда в курсе, никаких политических проблем нет, их интересует безопасность, надежность работы их атомных реакторов. Так что пускать туда кого-то нового. Василий Ильич, все-таки они решили закупать топливо Westinghouse в будущем. В будущем? Да. Ждем будущего, пока компания Westinghouse, надо отдать должное, сумела договориться с Министерством энергетики Соединенных Штатов, и им разрешили закупать обогащенный урановый продукт у Росатома. Молодцы. Василий Ильич, это же главная новость. Ну, последние недели, можно сказать. Ну да, я уже многократно по этому поводу высказывался. Есть постановление правительства России о запрете на экспорт обогащенного уранового продукта в Соединенные Штаты или в адрес компаний, зарегистрированных в Соединенных Штатах. Почему именно так, я уже говорил. Атомные электростанции принадлежат частным компаниям, соответственно, они могут без своего любимого правительства подписывать договора напрямую с топливным дивизионом Росатома. Исключения могут быть предоставлены Федеральной службой технического экспортного контроля индивидуально. И это полнейшее зеркальное отражение закона о запрете на импорт российского урана и урана, изготовленного российскими компаниями. Вот такое название. Летом этого года он вступил в силу. Исключения может давать Министерство энергетики Соединенных Штатов до 2028 года в том случае, если аналогичного товара нет на рынке или если отсутствие такого товара представляет угрозу энергетической безопасности США. Ну и теперь, насколько я понимаю, если какая-то американская компания, владеющая АЭС, решает закупить обогащенный урановый продукт у Росатома, сначала надо доказать Министерству энергетики в своей стране, что мне это необходимо, а потом пообщаться с Федеральной службой технического экспортного контроля России, чтобы еще раз объяснить, зачем нам это надо. Ну и выслушать, наверное, вопрос, а что вы можете нам предоставить, кроме ваших долларов, есть что-нибудь? Запрет мог бы, наверное, и раньше появиться, но мы никуда не торопимся, спешки тут нет. Разумеется, учтено пожелание президента России в сентябре высказанное пройтись по критическим, так скажем, природным ресурсам, поставляемым в недружественные страны, но без спешки, чтобы не нанести вреда самим себе, что, собственно говоря, и сделано.
Есть множество версий о том, что мгновенно после этого возникнут какие-то огромные проблемы в энергетике Соединенных Штатов. Действительности не соответствует. Напомню, что договора о поставках обогащенного уранового продукта с американскими компаниями Росатом подписывал в основном в 2014 году, десятилетние. Закончилось время действия договора в ООН, сделки Гор-Черномырдин, после этого вот десятилетние контракты пошли. Там была возможность выбирать не одинаковые объемы, а так, как было необходимо, потому что топливная сессия не совпадает с календарным годом. Но если мы посмотрим на то, что происходило в 2023-2024 годах, продукция поставлялась больше, чем на $1 миллиард. Это означает, что американские компании, видя, что заканчивается контракт, выбирали все объемы, какие оставались. Тем более, что у них, я думаю, тоже было подозрение, что от родного правительства можно ждать чего угодно. И мистер Байден не подвел, он чего угодно и придумал, ввел вот этот запрет. Разумеется, все это не касается клиентов Росатома во всех других странах, на всех других континентах. Есть совершенно конкретная страна, которая решила поцарапать наши экономические интересы, получила, на мой взгляд, совершенно адекватный ответ. Вот как-то так. Из таких новостей. Но, тем не менее, вся надежда на Румынию. Румыния выбрала канадскую технологию по той причине, что в этих реакторах не требуется обогащение урана. Соответственно, можно вот строить и строить. К Румынии можно еще добавить Польшу, которая очень хочет ворваться в мировой клуб лидеров атомной энергетики. Уже которое соглашение они подписали, чуть ли не каждую неделю появляются новости из Польши об очередной либо промышленной компании, либо государственном комитете, либо заводе-изготовителе, который стремится попасть вот в цепочку поставок, принять участие в будущей строящейся атомной станции, которую Вестингаус, кстати, должен будет строить у них. Ну, да. Когда я был маленький, носил пионерский галстук и значок, появилась поговорка о том, что на несколько вещей можно смотреть бесконечно. Как бежит вода, как горит огонь и как Польша строит атомную электростанцию. Это было почти 50 лет тому назад. Польша продолжает строить атомную электростанцию. Подписаны замечательные меморандумы с Вестингаузом, там, по-моему, 50 малых блоков они собираются строить, еще они что-то собираются строить. С малыми реакторами. Да, тоже там очень много. все десятками насчитывается, сотнями. Ну, будем, конечно, наблюдать. Польша страна богатая, денег у нее много, у Вестингауза денег нет, но уж у кого у Польши. И, разумеется, атомное машиностроение Польши известно во всем мире, да и в окрестностях планеты Земля тоже, так что я уверен, что успехи у них будут. Я заранее поздравляю всех граждан Польши с тем, что у них большие успехи впереди. Ну и, по крайней мере, подписанное соглашение о том, что они утроят атомную генерацию, легко выполнимо, достаточно построить хотя бы исследовательский реактор, уже хорошо. Который был Мария. Мария, да. Но он был противный, он был построен в советские времена, там было неправильное деление, неправильный уран, и нейтроны были недемократичные совершенно. А уж какие электроны, даже лучше не вспоминать. Борис Ильич, а как насчет хороших новостей, даже от нашей страны? Ну, от нашей страны, вот это я бы точно хотел услышать от вас комментарии. Вот намечено совершенно действительно, ну, на мой взгляд, может быть, я что-то там до конца не понимаю, мне кажется, что это прорывные решения в том, что касается развития нашей отечественной ядерной медицины. Да. Ожидается. Вот рассказывайте. Ну, во-первых, Россия строит крупнейший в Европе завод в Обнинске на базе Нефхимии Карпова по производству более 26 радиофармпрепаратов. Они пока общего типа, они стандартные по так называемой технологии GMP, надлежащей медицинской практике. И на этом заводе он планирует изготавливать самые критически необходимые изотопы, которые, кстати, там рядом прям там производятся, и, соответственно, фармацевтические решения, лекарства. Более того, буквально сегодня в научном университете, научно-технологическом университете Сириус, наш главный образовательный центр по обучению специалистов Технической академии Росатома подписали большое, знаковое, масштабное соглашение о межотраслевом, междисциплинарном, межгалактическом, межнаучном
проекте называется «Школа по ядерной медицине». И, конечно, она в первую очередь предназначена для воспитания, становления новой школы медицинских физиков, инженеров, врачей, преподавателей. И более того, этот проект очень тесно будет сотрудничать с Центром робототехники, который там в Сириусе создан, в том числе для проекта «Прорыв». И в ядерной медицине очень активно планируется внедрение, они особо это подчеркивают, математических технологий моделирования новых лекарств, робототехники, автоматизации, естественно, цифровизации и самого современного искусственного интеллекта. И вот этот вот передовой проект по ядерной медицине, по образовательной ядерной медицине должен будет не только принести новый интерес к этой сфере, но и подготовить целую плеяду ученых, в том числе, к дальнейшему развитию этой сферы. Потому что, как мы знаем, у нас в 2025 году и в 2026 планируется начало серийного выпуска российских томографов. Практически все ядерное приборостроение в нашей стране уже отечественное. Кстати, за исключением технологии производства кристаллов из особо чистого Германии. И в той же технической академии на прошлой неделе состоялся съезд 200 ведущих приборостроителей, ядерных приборостроителей, которые разработали национальную концепцию производства вот таких вот кристаллов особо чистого Германии, которые используются в высокочувствительной медицинской технике для ядерной диагностики, для ядерной терапии. То есть в целом эта сфера, она стратегическая. Росатом, как мы знаем, приобрел, практически стал не монополистом, но крупнейшим игроком в сети медицинских клиник ядерной медицины в России. То есть Росатому уже теперь есть и клиники сбыта своих технологий. И в целом ядерная медицина, наша российская, должна догнать общемировые уровни и по количеству томографов, и по количеству коек, и по количеству диспансеров, и по количеству превентивных технологий, когда граждане страны могут заранее проходить обследование, чтобы предупредить возникновение онкологических болезней на самом раннем этапе. То есть в целом вот эта связка теперь уже не только из чистого воздуха, но еще и здравоохранения может очень сильно подстегнуть интерес к нашей сфере. Здравоохранение, вот это то, что реально живое, то, что действительно необходимо. Напомню, что одно из основных применений ядерной медицины – это сражение с онкологией, самые разные ее формы. К сожалению, тот недуг, который плохо другими методами можно как-то терапевтически на него влиять, поэтому нам необходимо. А вот сама идея о том, что нам нужно готовить ядерных медиков или медицинских ядерщиков, я не очень понимаю, как вот это должно сочетаться в одной голове. Мне кажется, что был бы помоложе, мне было бы действительно очень интересно. Человек должен глубоко разбираться в медицине, чтобы понимать, что он собрался лечить, какие могут быть последствия правильные и неправильные, при этом он должен хорошо понимать все, что касается атомной энергетики, атомной физики, какие виды излучения, какой интенсивности и так далее, и так далее. Авиационной безопасности. То есть это такой синтез наук, действительно новое направление, междисциплинарное, на мой взгляд, это очень интересно и очень перспективно. Что касается оборудования, необходимого для диагностирования, это тоже новое направление. У нас ядерные медицинские центры создавались, но в основном за счет оборудования General Electric, Siemens, по-моему, японские какие-то, Toshiba. Вот теперь появляется возможность, надежда на то, что это оборудование будет уже наше отечественное, потому что, с учетом всего, что происходит вокруг России, вот стоит томограф от Toshiba. Нужно проводить ремонт. Да. Нужно менять какие-то расходные материалы. Как обновлять программное обеспечение, которые уже не обновляются. То есть для нас это такой очень важный момент. Без ядерной медицины представить себе, как мы будем справляться с онкологией, невозможно. Поэтому вот решение Сириуса и Росатома совместно идти в новом направлении, это, по-моему, очень хорошо. Вообще, Павел, если бы была возможность кого-то из технической академии Росатома пригласить, поговорить вот как раз на эту тему, мне кажется, что это интересно, пусть даже не так просто будет объяснять, о чем идет разговор, но, может быть, прежде чем пригласить таких специалистов, я там
попробую хоть немножечко рассказать о том, что такое ядерная медицина, о том, что такое радиофармпрепараты, для чего нужны, почему весь мир сражается за изотоп молибдена-99, ну и так далее, и так далее. Как производятся изотопы? Это Где вообще они отдельно. производятся? Что такое циклотроны, что такое промышленные реакторы? То есть очень интересная тема, и то, что она важна, это понимают уже во всем мире, и действительно за счет ядерной медицины нельзя исключать, что сфера технического влияния России будет продолжать расширяться. Один из примеров – это многоуважаемая Сербия, которая после всего, что с Югославией произошло, сама себе запретила развитие атомной энергетики, но поскольку постоянно специалисты приезжали в Россию на те же Атом-Экспо, на другие форумы, которые проводились, они увидели возможности, которые дает ядерная медицина. И вот первые изменения в законодательстве – это возможность заниматься именно ядерной медициной. То есть, может быть, вот так шаг за шагом, потому что тут самое необходимое – это, конечно, борьба со здоровьем. Нам, когда говорят про устойчивое развитие, все время говорят про ту самую зеленую энергетику, что, конечно же, является чушью, я бы даже сказал, собачьей чушью. Если посмотреть цели устойчивого развития, то пункт первый – борьба с нищетой, пункт второй – борьба с голодом, а вот пункт третий – как раз качественная медицина. То, что необходимо в любой точке планеты во все времена. Так что, если у Росатома будет получаться и производство радиофармпрепаратов, потому что до последнего времени у нас получалось, что мы производили изотопы, куда-то их отправляли, там их превращали в радиофармпрепараты, мы их закупали. Достаточно странно все это выглядело, и если в Обнинске все получится, но это будет совершенно другой уровень. Алексей Ильич, Росатом отлично придумал так называемые центры ядерных технологий и науки, которые они основаны, в центре которых циклотрон, который производит изотопы не только для ядерной медицины, но и для сельского хозяйства, для промышленности, для стерилизации медицинских изделий. То есть ядерная медицина, как центр, основа таких центров ядерных технологий, она открывает доступ еще к другим отраслям промышленности, не менее важным, например, чистые продукты питания. Ну и, кстати, из свежих новостей, новости из Новосибирска для Боливии, планета маленькая. Напомню, что в Боливии заканчивается формирование Центра ядерных наук и технологий. Там не только ускорители, там и исследовательский реактор. И вот в Новосибирске завод химконцентратов НЗХК готовит ядерное топливо для исследовательского реактора, который в следующем году отправится в высокогорье южноамериканской страны. Вот такие новости. Откуда новости могут быть в Боливии? Конечно, из Новосибирска, это логично. Так что да, вот один из таких проектов, который уже по другую сторону земного шарика, тем не менее, и Боливия, если говорить о новом проекте, который предложил Росатом для БРИКС, для атомной платформы, да, она уже участник, и там уже начинают понимать важность, значимость ядерных технологий. Так что будем надеяться, что таких новостей будет больше. Борис Ильич, давайте под конец передачи вспомним наши главные стройки мира, АЭС Акую и АЭС Эльдаба. На прошлой неделе забетонировал Росатом купол первого энергоблока ВВР-1200. А буквально вчера, в день атомной энергетики Египта, Росатом смонтировал ловушку расплава на 4-м энергоблоке ВВР-1200. По-моему, только начато сейчас. Она доставлена уже? Уже монтаж. Уже монтаж произведен. Более того, на 3-м блоке монтаж такой же ловушки расплава состоялся месяц назад. То есть это быстрые темпы, огромнейшие стройки. Как мы знаем, по 4 реактора ВВР-1200 на каждой площадке. Для Египта это стратегический проект. На нем присутствуют министры, руководители всех комитетов. Они понимают ценность и доступность огромного количества базовой электроэнергии для страны, которая нуждается и в опреснении, и в сельском хозяйстве, и в чистой воде, и многим-многим другим технологиям. Поэтому вот два этих проекта продолжают строиться. И ожидаем рокировку. На день сегодняшний самая большая атомная стройка на планете – это атомная электростанция Аккую.
наша электростанция в Турции. Если все будет идти по плану, то первый блок в следующем году выйдет на минимально контролируемый уровень, его перестанут строить. Но будет 4 блока строиться в Египте. Сейчас 3 строятся, но поменяются. Будет крупнейшая стройка, соответственно, уже в Египте. Что касается Египта, то Эль-Даба – это местность, наверное, если бы мы строили крупную атомную электростанцию где-нибудь на севере Якутии, выглядело приблизительно так же. Если вы посмотрите на плотность населения Египта, как и несколько тысяч лет назад, все вдоль дельты Нила, а это немножечко в стране, это опять побережье нашего любимого Средиземного моря. Мы любим на Средиземном море что-нибудь строить. Нашим монтажникам приятно. В Турции Средиземное море, в Египте Средиземное море. Там плотность населения ближе к нулю. Но уже сейчас, когда появляются только очертания, уже строится новый город, будет вода, значит, будет жизнь, а для Египта это достаточно важно, что, может быть, немножечко удастся изменить плотность расселения, соответственно, и промышленного развития собственной страны. Для них это важно еще и с этой стороны. Так что наблюдаем. Алексей, напоследок инновационная новость от нашего любимого ядерного вуза МИФИ. В понедельник МИФИ подключил свой учебный токамак МИФИС-0 к Центру диспетчерского управления Национальной сети термоядерных исследований. То есть в России под эгидой государства Росатом, Академии наук создается распределенная сеть знаний, данных, опыта эксплуатации термоядерных установок. И МИФИ становится одним из важных узлов этого проекта, где большое количество студентов, преподавателей, стажеров, инженеров, исследователей смогут уже в онлайн режиме оперативно обмениваться самыми современными данными, быстро проводить эксперименты, сравнивать их с экспериментами, полученными даже в других странах. По-моему, планируется и другие страны подключаться к нашей сети, национальной сети термоядерных исследований. И вот запуск и подключение токамака МИФИС-0 к национальной сети, мне кажется, для наших вузов, для нашего главного технического ядерного вуза, это очень хороший такой символ будущего поколения токамакщиков, термоядерщиков, чью идею токамак придумали в России. В Советском Союзе, если уж точнее. На самом деле, вот новости, связанные с образованием, напомню, что Росатом вполне серьезно рассчитывает, что к 30 году ему необходимо около 300 тысяч новых сотрудников. Это действительно высокие технологии, действительно интересно со всех точек зрения, действительно необходимо нам, потому что я, например, уже устал от разговоров о том, что Россия это что-то там верхняя вольта с ракетами. Ракеты можно оставить, а вот все остальное, высокотехнологичное развитие нам, конечно, необходимо. Павел, спасибо за участие. Спасибо. Я думаю, что все понимают, что новостей намного больше, но вот что успели, что нам самим показалось наиболее интересным, успели рассказать. Всем спасибо за внимание. Спасибо.